Только что приехали с миграционной службы. Ноябрьским утром был звонок оттуда с просьбой явиться туда на беседу. По факту оказалось, что они обзванивают всех, кто имеет вид на жительство в Беларуси. Всех без исключения, на то, чтобы вручить вот такую памятку о том, что необходимо соблюдать закон этой страны. В случае, если тут какие-то преступления или правонарушения, это и есть основание для аннулирования вида на жительство. Теперь самое интересное. Раз в полгода нужно предоставлять с налоговой справку о зарплате. Да. Или о начислениях, чтобы они видели, что мы имеем, сколько там, прожиточный минимум в месяц. То есть раз в полгода. Если стоишь как на профдоходе здесь, в Беларуси, значит, справка из этого приложения не пойдет. Нужно брать живую справку с живой печатью в налоговой. Причем не по налогам, а по доходам. То есть не сколько ты заплатил налогов, а сколько у тебя доход. Вот такого рода справка. Значит, если ты работаешь, например, как мы, еще стоим и на налоговом учете в России, то здесь, как они сказали, на наш выбор можем предоставить справочку либо с российской налоговой, либо с белорусской налоговой по той же самой тематике, что мы стоим на учете и сколько мы получаем, чтобы они могли видеть, что у нас есть прожиточный минимум. Если у нас нет прожиточного минимума на семью в месяц, то по словам инспектора миграционной службы, это является основанием для аннулирования вида на жительство. Справки в электронном виде они не принимают, как с его слов, аж с 2020 года. Мы пытались уточнить, как же, потому что здесь, в Беларуси, есть еще действующая комиссия при каждом горисполкоме или облсполкоме, могу путать. Ее в народе называют комиссия по тунеядству. Они тоже присылают различные письма счастья с просьбой о том, чтобы мы пришли и объяснили. Но вот мы парочку раз были на такой комиссии, и, как оказывается, там идет такой информационный обмен с налоговой. Налоговая предоставляет сведения туда по каким-то электронным средствам. То есть здесь участие, например, наше не требуется. Они все это видят. Почему этого нету в миграционной службе, но, судя по всему, этого нету. Ну вот, как есть, так и говорим. Что еще интересного из разговора с инспектором по миграционной службе? Что, да, раз в полгода ездить за справкой в Россию, в налоговую, и предоставлять оттуда справку. Ну, то есть, эта справочка будет такая, дороже чугунного моста. Вот. Но самое главное, чтобы они видели у себя по базе данных, сколько мы получаем. С его слов, вот он открывает базу данных, и вот как он сегодня рассказывал, он ничего не видит по нам на своем компьютере. Соответственно, возникает вопрос. Если через полгода мы не подтверждаем, то следующий шаг: нам по месту регистрации приходит предупреждающее грозное письмо вот, о том, что в отношении нас может начаться процедура аннулирования вида на жительство. И если мы в течение недели или двух не приходим в миграционную службу, то это приведет к тому, что вид на жительство аннулирует, ну и, соответственно, выдворят. Вот. Ну, наверное, основная новость, или что-то еще мы забыли? Все. Вывод, который напрашивается здесь, вот уже сколько мы живем в Беларуси. Если ты работаешь официально на дядю, то никаких претензий к тебе не имеется.
Но если ты работаешь официально, стоишь на налоговом учете, то от тебя требуют что? Работать требуешь. Не просто справки, а твои доходы. Не просто, что ты налог платишь, а твои доходы. Полгода справка получается, да? Да. Вот. Ну, в общем, вот такие вот новости. Поэтому всем, кто имеет вид на жительство здесь, в Беларуси, или хочет работать здесь, то с видом на жительство, то важно учитывать вот эти вот моменты. А на данный момент, это сегодня 28 ноября, прожиточный минимум что-то там около 450 рублей на человека. Вот исходя из вот этой нормы, они и просят предоставить документы. Да, мы спросили, почему, в связи с чем вот такая спешность. Они пояснили, что, ну, вообще это всегда должно быть. Но вот поскольку очень много приезжих, очень много видов на жительство, а сотрудников не хватает, то вот в этот год решили, в общем, вернуться к тому, как требует закон. Вот. Как есть. Суть всего сказанного сегодня по этой ситуации сводится к тому, что у каждого кесаря, ну то есть в каждом государстве есть свои законы, порядки и правила. Поэтому, проживая на территории, например, этого государства, мы должны подчиняться требованиям закона, который действует в этом государстве. Что это означает? Означает, что если кто-то хочет переехать сюда на постоянное место жительства, получить вид на жительство, то ему нужно будет подтверждать доходы. Если эти доходы здесь в Беларуси, то, наверное, хорошо, проще, налоговая рядом. Если эти доходы из России, то раз в полгода придется предоставлять справку. Ну, в общем, как-то так. Жаль, что не спросил один момент сразу. Что если, например, доход одного члена семьи перекрывает, ну то есть в сумме, оба прожиточных минимума? Вот это, конечно, зря. Ну ладно, как-нибудь узнаем. Хотя вот сижу, размышляю над тем, как этот закон применяется. Конечно, может быть, многое зависит еще и так называемый человеческий фактор, да, то есть сам инспектор. Но, скорее всего, если они ссылаются на закон так сухо, то для получения вида на жительство, конечно, требуется доход того, кто получает. Отсюда, конечно, можно сделать такое предположение с высокой долей вероятности, что они будут требовать доход на каждого члена семьи, то бишь на каждого имеющего вид на жительство. Ну, это так, мысли вслух. Поэтому всем пока. Пока.